Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами главные изменения после выхода обновления от 4 ноября, историческое освобождение первого мира Улья на Ашане и чего нам стоила эта блестящая победа, а также свежие комментарии гендиректора студии Arrowhead на вопросы сообщества. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Пожертвовав буквально сотнями миллионов судеб личного состава хеллдайверов и выполнив огромное количество сложнейших миссий лицом к лицу с врагом в темных пещерах, нам удалось преодолеть чудовищное сопротивление терминидов-фаршистов и, наконец, освободить первый мир Улей на планете Ашане. Нас бесконечно рвал хищный штамм, сжигал летающий желчный титан, давил пузом лично сам лорд Улья, атаковал из-под земли коварный прорывной штамм жуков-землекопов, но мы все равно доказали свое упорство и преданность управляемой демократии. Как сообщает Верховное командование в тексте победного брифинга, отряды спелеологов вооруженных сил Суперземли уже начали составлять карты огромной сети туннелей и искать последние месторождения Э-711. Останки почиканных нами лордов Улья тоже послужат делу и будут вывезены с планеты для переработки и анализа в наших передовых исследовательских центрах. Споровые легкие, которые производили мрак на Ашане, практически полностью уничтожены, из-за чего всеобщая плотность облака спор уже на сегодняшний день значительно снизилась. Однако внутри оставшегося мрака все еще скрыты другие миры Ульи, которым явно не хватает дозы праведной свободы. Запасы сверхэффективного топлива Э-711, добытые из мира Улья, несомненно будут использованы в целях процветания всех граждан Федерации. Чтобы запечатлеть триумф и стойкость адского десанта, в эфире суперземельского телевидения был запущен специальный новостной выпуск от Каретты Келли. Приветствие свободы. Я Каретта Келли. Высшее командование Суперземли объявило о полной победе Великой экспедиции после успешного сдерживания распространения мрака и открытия элемента 711 на его планетах. Теперь хеллдайверы были направлены для поддержки нового, еще более амбициозного плана по добыче Э-711 и использованию его для обеспечения жизненного пространства для всех граждан Суперземли. Этот план назвали «Операция «Свободное пространство». Хотя мраку будет позволено продолжать существовать, Министерство обороны выразило высокую уверенность в способности адских десантников сдерживать аморфное космическое облако. В других новостях, героическая 10-летняя девочка, которая сдала своих родителей за инакомыслие, стала самой молодой обладательницей суперпрезидентской медали Ультра Свободы. Это были последние новости свободы. Я Каретта Келли. Как можно понять, победа на Ашане – это еще далеко не конец истории нашего противостояния мраку, поэтому, адалазы, не забываем об этом и готовимся в любой момент отправиться с новой экспедицией или освободительной кампанией на пораженной этой скверной территории. Как ранее сообщал в интервью геймдиректор студии Arrowhead Микаэль Эриксон, спустя 2 недели после выхода последнего патча разработчики выкатили новый, с фиксами некоторых багов и прочих недоработок игры. Согласно тексту патча был исправлен сбой, связанный с поиском быстрой игры, а также вылет после присоединения к только что начавшейся игре и при использовании уже участвующими в бою хеллдайверами определенных стратегем. Лично я вообще не пользуюсь функцией быстрого поиска и в целом не подключаюсь к другим игрокам, потому как всегда создаю лобби сам. Так что напишите ваш фидбэк касательно этого фикса. Стало ли лучше и проще присоединиться к товарищам в боях? Помимо этого была исправлена давняя проблема с резкими просадками FPS на экране падения адских капсул при загрузке миссии, а также сбои, связанные с загрузкой в память неиспользуемых текстур на определенных типах планет, вылеты из-за врагов, провалившихся сквозь землю при загрузке миссии, и множество раз вымученный баг с быстрым переключением модулей в меню кастомизации оружия, тоже по информации от разработчиков, были устранены. Шаттл эвакуации больше не должен садиться на высоких сооружениях рядом с посадочной площадкой. Думаю, с этой проблемой пьяных пилотов Пеликана
постоянно сталкивались многие, так что будем надеяться, что ситуация после этого фикса кратно улучшится. Не менее полезным изменением стало уменьшение засвета фонарика из-за пороховых газов всех видов оружия, что, конечно же, улучшило обзор и удобство пользования фонариком. Были решены и некоторые незначительные недоработки с отсутствием тактильной отдачи при повторном подключении геймпада и дырявые текстуры в некоторых частях тренировочного полигона в обучении. Работы над оптимизацией и стабильностью игры тоже продолжаются. Эксклюзивно для ПК-версии была исправлена проблема, при которой текстуры иногда отображались с низким разрешением, даже когда память была доступна. В рамках всех платформ оптимизировано разрушение различных объектов деревьев для поддержания производительности при уничтожении большого количества деревьев. На этом список изменений в патче от 4 ноября подошел к концу. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу всех исправлений. Стало ли лучше после этого обновления и как они повлияли на стабильность игры в вашем конкретном случае. С выходом этого небольшого обновления SEO студии Arrowhead Шамс Джорджани вновь дал несколько новых комментариев и ответил на некоторые вопросы сообщества в официальном дискорде Helldivers 2. Рад слышать, что патчи улучшают качество игры. В дальнейшем ожидайте большего, когда мы вернемся к обычному выпуску контента. Решение критичных и крупных багов, по словам Джорджани, тоже в приоритете, как и фиксы мелких недоработок. Мы займемся этими проблемами. Некоторые из этих небольших ошибок на самом деле немного сложнее исправить. Проблема с застреваниями дайвера внутри текстур и наоборот, свободное хождение врагов через стены и камни также не будет проигнорировано. Многое из этого связано с общими свойствами генерации уровней, над которыми сейчас ведется работа, но это безусловно сложная задача. По поводу решения временами отскакивающих от поверхности стратоболов обновлений особо нет. Работы ведутся, но без конкретных сроков. Ровно так же, как и с просчетом начисления опыта в Блиц-миссиях. SEO пообещал релиз фикса в скором времени. Как уже множество раз было сказано ранее, студия пока что не вернулась к выпуску нового контента, а сосредоточила силы на исправлении запущенного технического состояния игры. По этой же причине внедрение функции кроссплатформенных сохранений имеет меньший приоритет. Мы бы с удовольствием добавили кроссплатформенный прогресс, но другие вещи имеют более высокий приоритет. Далее мы переходим к обзору товаров супермагазина и личного приказа на ближайшее время. Начальная страница ассортимента супермагазина связана с премиальной заслугой «Контрольная группа». Наличествует в наличии легкая броня AD-11 «Живчик», супер мемная эмоция «Воодушевленная радость», а также подходящий плащ и карточка игрока. Личный приказ на ближайшие сутки успешно эвакуироваться, добыв редкие образцы. Настало время нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Открывает ее на сегодня сообщение от Кошки. Надеюсь, в следующей части интервью с загадочным гостем будет Джоэл, и он расскажет, как он правит миром Helldivers. Маловероятно, если только не с заблюренным лицом, ведь личность Джоэла не раскрывается, видимо потому, что он рептилоид. Но следующую серию его интервью в рамках отдельно начатой уже давно рубрики я бы посмотрел. Второй комментарий на сегодня от Юджина. Господи, этот чувак не брат Культаса часом. Я думал, что захлебнусь, не досмотрев. Смысла на пару предложений, но размазано так, словно ему за объем слов зарплату повысят. Микаэль очень любит порассуждать и спрыгивать с темы на тему. Самое главное, что он рассказал о графике выхода следующих патчей и стремлении студии исправить запущенное техническое состояние игры. И последний комментарий от Симпай ХРН. Самое главное, чтобы следующие их игры были не на Unreal. Уж лучше пусть купят лицензию на один из движков у Sony, как это сделал Кодзимыч со своим Death Stranding. Полностью согласен, во всех новинках на этом движке, которые я проходил, всегда присутствуют вылеты, проблемы с тенями, да и в целом стабильность таких игр оставляет желать лучшего, при том, что их разрабатывают студии с количеством сотрудников в разы большим, чем у Arrowhead. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео, не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.